Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока инфляционные показатели и показатели делового климата. Эти две последние группы статистических показателей, которые оценивают текущее состояние национальной экономики. Итак, инфляционные показатели. Самый главный показатель — это индекс потребительских цен, Consumer Price Index или CPI. Этот показатель измеряет изменение цен на товары и услуги, входящих в фиксированную потребительскую корзину, и является основным индикатором потребительской инфляции в стране. Рост CPI может привести к повышению ставок в стране, что естественным образом ведет к росту курса национальной валюты. И имеет место быть обратной ситуация, когда снижение CPI потребительской инфляции может привести к понижению ставок и к ослаблению курса национальной валюты. Следующий показатель инфляционный — это индекс цен производителей, Product Price Management, индекс PPI. Он показывает изменения в ценах, по которым национальные производители производят закупки и отпуск товаров на оптовом уровне. Является сильным показателем инфляции. Рост показателя приводит к росту курса национальной валюты, и снижение показателя приводит к снижению курса национальной валюты. Следующий показатель — это личные доходы. Это сумма денежных средств и материальных благ, полученных или произведенных за отчетный период. Показатель демонстрирует состояние покупательской способности населения, которое напрямую будет влиять на индекс потребительской инфляции и, соответственно, влиять на объем розничных продаж в экономике, который, безусловно, является отражением состояния национальной экономики на данный момент. Соответственно, рост личных доходов приводит к укреплению национальной валюты, и снижение приводит к снижению курса национальной валюты. И последний индикатор в этой группе — это личные расходы. Отражает изменение расходования средств для приобретения населением товаров длительного пользования, недлительного пользования, а также из сферы услуг. Данный индекс показывает о подъеме экономики в случае своего роста или о застойных явлениях в случае снижения показателя. И, соответственно, рост показателя влияет на рост курса национальной валюты, и снижение показателя приводит к противоположной ситуации. Следующая группа показателей, которая отслеживает индекс условий ведения бизнеса, делового климата и оценку перспектив развития национальной экономики со стороны бизнес-сообщества. Эти индексы определяются путем опроса большого количества менеджеров национальных предприятий и компаний. И это в большей степени как бы психологические индикаторы, которые могут потом привести к конкретным действиям и отразиться на деятельности конкретных компаний национальных, и, соответственно, привести к изменению уже других показателей, которые отслеживаются текущее состояние национальной экономики. В эту группу индикаторов входят следующие показатели. Это индекс делового оптимизма ICM. Далее индекс потребительского доверия. Это так называемый Consumer Confidence Index. Следующий показатель — это индексы деловой активности в производственной сфере и в сфере услуг. Так называемые PMI индексы. Кроме этого, это индекс делового климата и индекс текущих условий немецкого института ЗЮ. Это что касается состояния экономики Германии, соответственно, который влияет сильно на общее состояние экономики еврозоны, поскольку ВВП Германии составляет более 25% всего ВВП еврозоны. Рассмотрим более подробно эти группы показателей. Значит, первый показатель — индекс делового оптимизма ICM. Он является интегрированным показателем оценки перспектив ведения бизнеса в данной стране за отчетный период. Соответственно, показатели измеряются в пунктах. Соответственно, показатели выше 50 пунктов свидетельствуют о позитивной динамике развития экономики, о расширении и улучшении условий ведения бизнеса и влияют положительно на курс национальной валюты. Противоположная ситуация, когда значение показателя меньше 50 пунктов, ведет к ослаблению национальной экономики и к уменьшению курсовой стоимости национальной валюты и свидетельствует о застойных явлениях в экономике. Следующий показатель — это индекс потребительского доверия. Отражает степень потребительского доверия, готовности предприятий и населения к тратам, что естественным образом сказывается на расходах, сказывается и на инфляцию через
объем продаж, объем розничных продаж, объем оптовых продаж. То есть индекс потребительского доверия оказывает, точнее, непосредственное воздействие на последующие действия предпринимателей. Следующее – это индекс деловой активности, PMI. Проводится путем опроса большого количества менеджеров, занятых в национальной экономике, и отражает уровень деловой активности в производственной сфере, если PMI промышленного сектора, или в сфере услуг, если это PMI в сфере услуг. Соответственно, повышение деловой активности положительно влияет на курс национальной валюты, и снижение деловой активности негативным образом влияет на курс национальной валюты. И, наконец, последний индикатор, который мы рассмотрим сегодня, это индекс текущих условий ЗЮ. Как я уже говорил, отражает оценку условий ведения бизнеса в экономике Германии. Соответственно, рост показателей свидетельствует о положительных тенденциях в экономике и позитивно влияет на курс евро в данном случае, и значение показателей меньше 50 пунктов негативно влияет и ведет к ослаблению курса евро относительно других валют. На этом перечисление основных макроэкономических показателей завершается. Итого, еще раз повторю, что всего мы разделили условно все макроэкономические показатели на 4 группы. Первая группа – это показатели, характеризующие динамику ВВП. Вторая группа – это показатели, характеризующие рынок труда. Третья группа – это показатели, характеризующие инфляционные процессы. И последняя группа – это показатели оценки условий ведения бизнеса и делового климата в стране. На следующем уроке мы рассмотрим макроэкономический календарь, так называемый, где отражена статистика по этим показателям, где указана дата выхода этой статистики, ее прогнозное значение, значение за прошлый период и после момента публикации фактические значения показателей, и рассмотрим подробно, как фактическое значение того или конкретного показателя отразилось на динамике курсовой стоимости национальной валюты, в которой эта статистика публикуется. На этом на сегодня все. До следующего урока.